So, in following the argument in Galatians 3, Итак, мы пытаемся с вами проследить аргумент апостола Павла в 3 главе послания Галатам. we have learned from Paul's rebuke of his readers, В первых 5 стихах мы увидели с вами обличение читателей. verses 1 to 5, and then the pivotal role of Abraham in verses 6 to 9. И также мы увидели с вами ключевую роль Авраама в стихах с 6 по 9. At this point, he offers a sharp contrast between the covenant of law and the covenant of grace. Далее апостол Павел противопоставляет завет закона и завет благодати. Verses 10 to 14. С 10 по 14 стихи. The argument is quite simple. Аргумент апостола Павла достаточно прост. If the Galatians somehow want to put themselves back under the law covenant, Если галаты хотят снова подчинить себя завету закона, they have to remember what the law says. они должны помнить о том, что говорит закон. Namely, А именно, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. So Deuteronomy chapter 27. Так сказано в 27 главе Второзакония. What is presupposed in Paul's argument is that no one does continue. И поэтому апостол Павел предполагает, что никто постоянно не исполняет всего, что написано. He doesn't have to lay that out as a specific plank in his argument, Ему не нужно подробно это доказывать, because after all, that's what the Old Testament history teaches. потому что этому учит история Ветхого Завета. Think through all of the great pious men and women in the Old Testament. Задумайтесь о любом благочестивом святом из Ветхого Завета. Abraham was a great man, Авраам был великим человеком, the father of the faithful, отцом верных. called only one of two men in the Old Testament to be called a friend of God. Лишь один из двух людей в Ветхом Завете, названный другом Божьим. He was also a liar, Но он также был лжецом more than once, не один раз. got his wife in trouble, Он также, скажем так, был причиной того, что его жена попала в неприятную ситуацию. followed her bad advice and slept with Hagar, Он последовал ее плохому совету и переспал с Агарью. and he's the father of the faithful. И он отец верных. We've already looked at David. Мы уже говорили с вами о Давиде. What shall we say about Moses? Что же сказать о Моисее? As a young man, he commits murder. Будучи молодым человеком, он совершил убийство. And then this meekest man on the face of the earth, И потом этот самый кроткий человек he loses his temper. рассердился. And that's Moses. Это Моисей. In fact, it's hard to think of many people in the Bible who are not, at some level or another, right creeps. И трудно представить себе какого-то человека в Библии, который в тот или иной момент не нарушает закон. And if there are two or three exceptions, it's precisely because we don't know enough about them. И если есть исключение из этого правила, то это лишь только потому, что в Библии недостаточно информации. I don't think I'm going to throw any stones at Esther. Я не буду бросать камнем в Есфирь. And Daniel comes out all right. Даниил тоже кажется хорошим примером. But I guarantee that if you knew more about them, they'd be shown to be sinners too. Но мне кажется, что если бы мы пристальнее посмотрели на их жизнь, то мы увидели бы там и их грех. So, granted that we are a race of sinners, Поэтому, подразумевая, что все люди грешники, granted that what Paul says in Romans 1:18 to 3:20 is true, подразумевая, что Павел прав, когда он говорит об этом в 3 главе послания к римлянам, then why do you want to put yourself under a covenant which expressly states, cursed is everyone who doesn't continue in everything? Павел говорит, зачем же вы возвращаетесь к завету, где сказано проклят всяк, кто постоянно не исполняет всего? In fact, there is a profound sense in which that is the way the law functions. И в некотором смысле закон именно так и функционирует. Consider the book of Deuteronomy. Вспомните книгу Второзакония.
It has several chapters in which were offered blessings and curses. В ней есть несколько глав, которые перечисляют благословения и проклятия. Blessed is the one who does this. Блажен, делающий вот это. Blessed is the one who does that. Блажен, делающий другое. Blessed is the one who does the next thing. Блажен, делающий третье. By contrast, cursed is the one who does this. Проклят, кто делает вот так. Cursed is the one who does that. Проклят, кто делает следующее. Cursed is the one who does the next thing. Проклят, кто делает третье. So that it would be possible to step back and think, oh, that's how you get saved. Поэтому возможно посмотреть и сказать: ага, делай, не делай, вот так нужно спастись. Avoid the curses. Нужно избегать проклятий. Follow the blessings. Нужно следовать благословениям. And everything will be all right. Все будет хорошо. And there are many people who read the book of Deuteronomy that way. И многие люди читают Второзаконие именно так. Many first-century Jews read it that way. Многие евреи в первом веке так читали Many Второзаконие. Old Testament scholars today read it that way. Многие современные ветхозаветные ученые так читают Второзаконие. But it misses the point. Но это совершенно упускает из вида главную идею Второзакония. Because Deuteronomy, after laying out the blessings and the curses, Потому что Второзаконие, после того, как оно перечисляет эти благословения и проклятия, includes this curse, cursed is everyone who does not continue in all the things in the law to do them. говорит: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге. So how does the book of Deuteronomy end? Поэтому как заканчивается Второзаконие? It ends with dear old Moses himself not getting into the promised land. Заканчивается тем, что даже сам Моисей не вошел в землю How обетованную. depressing is that? Это очень печальная история. And then eventually the people do get into the promised В land. конце концов, мы читаем о том, как народ все-таки вошел в землю обетованную. There's the glorious triumph at Jericho, Мы видим этот триумф у стен Ерихона, followed by the embarrassing and violent defeat at Ai. но потом в Гае они терпят страшное поражение. And then pretty soon you're in the era of the judges. Очень скоро мы оказываемся в эпохе судей. With the people who have the law, with all of its blessings and curses, Люди, которые имеют закон, которые знают благословение, которые знают spiraling проклятие, down into idolatry они по нисходящей спирали устремляются вниз к идолопоклонству until they're beaten up by the Midianites or the Philistines. до тех пор, пока их не избили филистимляне и мадиамитяне. They call for help, Они просят у Бога помощи, and God gives them some kind of judge who is powerful enough to free them. и Бог посылает какого-то судью, который побеждает врагов и освобождает их. And in another generation and a half, they're down again. В следующем поколении они опять взялись за старое. Everyone does that which is right in his own eyes. Каждый поступает так, как считает правильным в своих глазах. In those days, there was no king in Israel, we Потому read. что мы читаем, в те дни не было царя у Израиля. But when the people do ask for a king, they ask for the wrong reasons. Но когда люди просят царя, они просят из неправильных побуждений. They ask for a king so they can be like the pagan nations around them. Они просят царя, чтобы быть похожими на языческие народы, которые So окружали. God gives them a king. Поэтому Бог дает им царя. Saul doesn't turn out too well. Мы знаем историю Саула, So God gives them a king who is a man after God's own heart. поэтому Бог дает им царя, который муж по сердцу Божьему. God actually promises an eternal dynasty. Бог обещает ему вечную династию. But that dynasty is not predicated on the goodness of David Но эта династия не зависит от того, насколько хорошим будет Давид, or the godliness of all of his children. или от благочестия всех его потомков. Solomon is a wise man, Соломон был мудрым человеком, yet somehow he finds time and place for 1,000 wives and concubines, но каким-то образом он находит время для 1000 жен и наложниц. falling under the curse of God in his idolatry. И опять же, он навлекает на себя Божье проклятие из-за идолопоклонства. His son is so incredibly sinful and stupid that the kingdom is divided. Его сын настолько глуп и грешен, что благодаря нему разделяется царство. In 2.5 centuries, the tribes are taken away into captivity. Через 2,5 века племена уводятся в плен. A century and a half later, the southern tribes are taken off into captivity. Чуть позже южные два колена, которые остались в Jerusalem is земле, sacked. также уведены в плен. Иерусалим разрушен, The temple is destroyed. храм разрушен. Where's the Davidic dynasty? Где династия Давида? Then in the mercy of God, God brings Israelites back to the promised land. По своей милости Бог возвращает Израиль в землю обетованную. Gradually, they managed to build a temple again under the ministry of Haggai. Постепенно во дни Агея они восстанавливают храм.
Under Nehemiah, they build the city walls again. Во время Неемии они восстанавливают городские стены. But they're still a vassal state under the regional superpower. Но по-прежнему они являются подчиненным государством, They can't restore the Davidic dynasty. которое не может даже мечтать о династии Давида. I won't fill you in on all of the history. И поэтому вы можете сами ознакомиться с этой историей. But eventually the Syrians to the north try to crush them and impose paganism upon them. Но в конце концов сирийцы, которые пришли с севера, пытаются уничтожить Израиль и заставить их быть идолопоклонниками. They make it a capital crime to observe the Sabbath. Они говорят, что за исполнение субботы, соблюдение субботы нужно казнить, назначается смертная казнь. They sacrifice pigs in the temple. Они приносят в жертву свинью в жертвеннике в храме. It becomes a capital offense to own any part of Torah. И поэтому каждый, кто имеет хоть какую-то часть Торы, тоже должен быть приговорен к смерти. The Syrians are determined to paganize the entire Jewish race. И поэтому сирийцы решили превратить Израиль в языческое государство. And in 164 BC, в 164 году до Рождества Иисуса Христа, 3.5 year struggle of guerrilla warfare, через 3 года такой подпольной войны, eventually the Jews win a major battle on the Orontes River. Евреи одерживают окончательную победу. And for the first time in almost 500 years, they are free to organize Israel as its own nation. И в первый раз за 500 лет Израиль получает право снова быть независимым государством. So what do? Что же они делают? Do they restore the Davidic monarch? Они восстанавливают династию Давида? Nope. Нет. The rebel leaders take over. Другие лидеры приходят на место Давида. In other words, they're refusing to follow the law of God. Другими словами, они по-прежнему не исполняют закона Божия. They're refusing to follow the promises regarding the Davidic dynasty. Они не доверяют обещаниям о доме Давидова. Still drinking down more judgment. Они навлекают на себя осуждение. And a century later, the Romans take over in 63 BC. И через 100 лет, в 63 году, Рим завоевывает их. So how on earth can anyone think that the law is powerful to save? Поэтому как можно думать, что человек может спастись, исполняя закон? The law covenant may point forward to the gospel, закон указывает на Евангелие, but the law covenant as a structure does not have the power to transform. но закон не имеет силы преобразить сердце. The Puritans had a little poem to describe what is going on. У пуритан был такой стишок, который описывал эту ситуацию. It's written in Old English. Он написан на старом английском языке, But Nikolai is a brilliant translator, но я уверен, что Коля и старый английский знает, so he will explain it to you. поэтому я полагаюсь на него в переводе. The law says do, and I commands, always commands, Закон говорит «делай и исполняй», but gives me neither feet nor hands. но не дает мне ни рук, ни ног. But better news the gospel brings. Но благовестие – это лучшая весть. It bids me fly, but gives me wings. Оно говорит мне «лети» и дает мне крылья. In other words, the gospel of promise, the gospel of free grace, Другими словами, Евангелие благодати not only makes demands, не просто говорит, что мы должны делать, but makes the power to transform lives. но содержит в себе силу Божью преобразить сердце. And that is Paul's point in verses 10 to 14. И об этом апостол Павел говорит в стихах с 10 по 14. You who rely on the works of the law, at the end of the day, what the law finally does is put you under a curse. Он говорит, те, кто утверждаются на делах закона, в конце концов остаются под Божьим проклятием. You're under a curse for two reasons. По двум причинам. First, Во-первых, you're under a curse if you do not continue to do everything in the book of the law. проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Second, Во-вторых, you're under a curse if you fail to recognize that the just before God, those who are justified before God, are righteous because of their faith. вы прокляты, потому что вы не понимаете, что праведный верою жив будет.
Verse 13, Christ redeemed us from the curse of the law. There's that word redeem again, by becoming a curse for us. 13 стих. Христос искупил, опять это слово, искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Verse 14, Christ redeemed us in order that the blessing given to Abraham by promise might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. И 14 стих. Христос искупил нас, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верой. Then in verses 15 to 22, с 15 по 22 стихи Paul unpacks further the contrast between law and promise. апостол Павел проясняет для нас контраст между законом и обетованием. The argument can be put this way. Его аргумент можно объяснить следующим образом. The promise was given before the law. Обещание было дано до закона. The promise which was connected to faith, to Abraham's faith, was given before the law, which demands that we do things that were under a curse. Обещание было связано с верой. Закон был связан с делами, которые навлекали на себя проклятие. So how can you say that the law, which came after the promise, annuls the promise so that people are acceptable before God on the ground of the law? Поэтому апостол Павел говорит, как вы можете сказать, что закон, который был дан позже, отменяет обещание и делает так, что человек, вернее, отношения человека с Богом строятся на исполнении закона? You see, before Paul was converted, до тех пор, пока Павел не познал Христа, if you had asked him, how do you please God? Если бы мы спросили у него, как угодить Богу, he would have answered like any first century conservative Jew. Он бы ответил, как любой консервативный еврей, живший в первом веке. He would have said by keeping the law. Исполняя закон. But now he's saying, how can the fundamental way of pleasing God be by keeping the law when the giving of the law came long after the Abrahamic promise? Но теперь апостол Павел говорит, как же главным принципом, на основании которого можно угодить Богу, может быть исполнение закона, если закон был дан после обетования Аврааму? God gave the promise to Abraham. Бог дал обетование Аврааму. Out of God's sheer grace. По благодати. That's what he did. Это то, что он сделал. It was a gracious gift from God. Это было проявление Божьей благодати к Аврааму. It was not earned by the people. Авраам не заслужил этого. It was not earned by Abraham. Его не заслужили другие люди. So how can the later addition of law function then to cancel the promise? Поэтому апостол Павел говорит, как же закон, который был дан позже, может отменить обещание, которое было дано раньше? And that's what drives the apostle Paul to ask the question. И вот почему апостол Павел задает вопрос. Why then, verse 19, was the law given at all? В 19 стихе, для чего же закон был вообще дан тогда? What's the point? Зачем? Why not give the promise to Abraham, Зачем не было так, что было обетование Аврааму, then jump to Jesus? а потом Иисус Христос? Just forget everything in between. Зачем что-то посредине? Abraham, Genesis 12:15. Авраам, Бытие 12 глава, 15, Genesis 17:22. Бытие 17, 22. And then skip from Exodus to the rest of the Old Testament. И потом пропускаем исход и все остальное. Just get to Jesus. Просто Иисус Христос. Why was the law given? Зачем закон? That's what Paul asks. Это то, что спрашивает Павел. Now, there are a lot of answers that the New Testament gives to that question. Новый Завет по-разному отвечает на этот вопрос. We saw one of them earlier this morning when we read Romans chapter 3. Один из них мы уже видели в 3 главе послания к римлянам. The law and the prophets bear witness to the coming of the new covenant. Закон и пророки свидетельствуют о Новом Завете. In the same way that the law on the Passover looks forward to Christ, the ultimate Passover. Так же, как иудейская Пасха предвозвещает Пасху Иисуса Христа. So the law has a lot of functions. It teaches us what priesthood looks like. Поэтому закон имеет много разных функций. Он показывает нам, что такое священник. It teaches us what the temple looks like. Показывает нам, что такое храм.
It teaches us what a kingship looks like. Учит нас тому, что собой представляет царство. There are so many things that are taught in the giving of the law. Поэтому закон учит нас многому. It shows what the people of God are supposed to be like under the law covenant. Показывает, как эти люди должны были жить в период Старого Завета. It includes many instructions, wisdom literature, Включает в себя много наставлений, литературу мудрости, great prophecies like Isaiah. такие пророчества, как Исаия. So there are many things that it does. Поэтому закон исполняет много функций. But what Paul focuses on here is really striking. Но Павел обращает внимание на очень важную функцию здесь. The law, he says, was added because of transgressions. Он сказал, что закон был добавлен из-за преступлений. Verse 19. 19 стих. By this he means two things. Это значит две вещи. The law functions in some ways to put down transgressions. В некотором смысле закон сдерживает преступление. In other words, from the beginning, it was supposed to be one man and one woman in marriage. Другими словами, от начала Бог устроил так, что брак состоит из одного мужчины и одной женщины. But the law comes along and says, you shall not commit adultery. Но закон говорит, не прелюбодействуй. And so it has the effect of suppressing some kinds of sins. Поэтому он теоретически может сдерживать грех. But the expression because of transgressions has another meaning. Но у этой фразы из-за преступлений можно объяснить по-другому эту фразу. Once you have the law in place, Когда есть закон, disobedience and idolatry are not only disobedience and idolatry, but transgression of specific prohibitions. непослушание является уже не просто грехом, но является преступлением. In other words, the giving of the law just shows how bad we are. Другими словами, закон показывает, насколько плохими мы являемся. It exposes our own hearts and our failures. Он разоблачает то, что на самом деле происходит в нашем сердце. Far from imagining that the law is powerful to save us, И поэтому вместо того, чтобы думать, что закон может спасти нас, the law exposes our own guilty hearts. Павел показывает, что закон, наоборот, делает наш грех еще более греховным, разоблачая наше We сердце. know that even in our families, don't И we? я думаю, мы знаем это даже из своей жизни. If there are no rules in the family, the children can be as rude as they like and nobody cares. Если в семье нету никаких правил, то дети могут делать все, что они хотят, и всем будет безразлично. That doesn't make the children polite. Это не делает детей вежливыми. They're free to be rude. Они могут быть невоспитанными. But if you impose some discipline in the family, Но если в семье практиковать дисциплину, if, for example, a child is told that if he's rude with his mother, he's going to face punishment, если сказать ребенку, что когда он нагрубит матери, он будет наказан, that rule tends to curtail a bit of the rudeness. то отчасти это правило сдерживает его наглость, But it also exposes the rudeness that's in the heart. но также показывает, насколько же он нагл в сердце. There was rudeness before, И поэтому это не то, что он не был нагл раньше, but now there is a specific prohibition. You shall not be rude against your mother. но теперь он услышал: «Не груби матери». So that when some child is rude, he's transgressing. И поэтому теперь любой ребенок, который нагрубил матери, становится преступником. The function of this rule then actually multiplies transgression. И поэтому таким образом функцией этой заповеди, этого закона, этого правила является сделать грех более греховным. The law exposes to us what we are. Закон показывает нам наше настоящее состояние. And all of this then until the seed comes. И он говорит, что все это было до пришествия семени. Verse 16. 16 стих. The promises were spoken to Abraham and his seed. Но Аврааму даны были обетования из семени его. Scripture does not say unto seeds, meaning many people, but and to your seed, singular, meaning one person who is Christ. Не сказано и потомкам как бы о многих, но как об одном из семени твоему, которое есть Христос. And again, verse 19. 19 стих. Why then was the law given at all? It was added because of transgressions, until the seed to whom the promise referred had come. Для чего же дан закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени. In other words, the promise is given to Abraham and to his children. Другими словами, обетование, данное seed. Аврааму
и семени его. We'll come back to that word seed in a moment. Мы вернемся еще к значению этого слова «семя». And the law filled in the gap until the promise was fulfilled. И закон был в промежутке между обетованием до тех пор, пока это обетование не было исполнено. It was given because of transgressions until the seed to whom the promise referred came. Закон был дан из-за преступлений до тех пор, пока обещанное семя не пришло. In other words, Paul is now teaching a completely different way of reading the Old Testament. И поэтому апостол Павел здесь учит нас совершенно другому способу чтения Ветхого Завета. Instead of reading the Old Testament in such a way as to imagine that the way everybody pleases God is by obeying the law, Вместо того, чтобы читать Ветхий Завет сквозь призму исполнения закона, he's reading the Old Testament in its proper historical sequence. он говорит о том, что мы должны читать Ветхий Завет в его историческом контексте, в его историческом развитии. He sees that there is a promise given to Abraham and his seed Он говорит, что Аврааму и его семени дано обетование. long before the law is given. Задолго до того, как появился закон. And it's through that seed that all the nations of the earth will be blessed. И в его семени благословятся все народы. So how can you possibly think that the law changes all of that? The promise is still there. Поэтому как можно думать, что закон меняет эту ситуацию? Потому что обетование по-прежнему существует. Now there is a challenge to our understanding here that we should think about. Здесь мы должны поразмышлять над некой трудностью. In Greek В греческом языке and in English и в английском языке, and in Ukrainian и в русском языке, and in Russian, и в украинском языке. according to my translator, Ну, по крайней мере, в русском языке, мне сказал мой переводчик. the word seed can be singular or plural. Слово «семя» может означать либо что-то в единственном числе, либо во множественном. But even when it's singular, it can be a collective plural. Но слово «семя» может быть собирательным существительным. In other words, just because the word is used in the singular in Genesis, Поэтому просто потому, что слово в Бытие используется в единственном числе, why does Paul conclude that because the form of the word is singular, it must be referring to one person? почему апостол Павел говорит, что и раз форма единственного числа, значит указывает на одну личность? When the word can be a collective singular. Когда слово может быть таким собирательным существительным. Indeed, Paul recognizes that point in the last verse in the chapter. Апостол Павел говорит об этом иллюстрирует это в конце 3 главы. Where he uses the same word seed in the singular in a collective way. В последнем стихе он использует то же самое слово «семя» в единственном числе, но в коллективном таком значении. In verse 29, he writes to his readers, "If you, plural, belong to Christ, then you are Abraham's seed." Он Singular. говорит, если же вы Христовы, в 29 стихе, то вы семя в единственном числе Авраамова, но говоря, вы множественное число. So if the Apostle Paul can use the word seed in the singular to refer to a plural, as he does in verse 29, Поэтому, если апостол Павел может использовать слово «семя» в единственном числе, но подразумевать множество, then what right does he have to insist that when the word is used in the singular in verse 16, it must refer to only one person? то как же апостол Павел, читая Ветхий Завет и цитируя его в 16 стихе, может сказать, что семя, о котором идет речь, указывает на одного, а не на многих? The short answer is, Короткий ответ I'm not sure. – я не знаю, или не уверен, вернее. Isn't that disappointing? Я разочаровал, наверное, некоторых из вас. But there are some things in Scripture that are admittedly hard to understand. Но в Писании есть непростые для нашего с вами понимания вещи. But I'll tell you what I think it means. Но я постараюсь объяснить, как я это понимаю. The particular word for seed here Слово, которое переведено здесь как «семя», tends to be used in the singular when it's referring to one kind of seed. используется в единственном числе, когда речь идет об одном и том же виде семени. For example, Например, I'm going to let Nikolai sort this out in translation. надеюсь, Коля справится с переводом. If you have a bowl full of apples, Если есть корзина с яблоками, nothing but apples, только яблоки в you этой might корзине, refer to them as the seed, the fruit. их It's a можно bowl of назвать fruit. плодом.
корзина плода. So that even though there are many apples, there's just one seed, there's just one kind of apple. Поэтому там много яблок, но один вид плода, поэтому это корзина плода, а не плодов. But if you have a bowl of apples Но если в этой корзине яблоки, and bananas бананы, and strawberries клубника and oranges, и апельсин, then you have a bowl of seeds, plural. то это корзина плодов A во bowl of множественном числе, fruits. семян, A bowl of fruits, because there are many different kinds. много разных видов. I think that what Paul is saying is that there is only one seed in the sense that there's only one kind of seed. Поэтому, мне кажется, апостол Павел имеет здесь что-то похожее в виду. Когда он говорит «одно семя», он говорит «один вид семени». It's the grace, promise, faith seed. Это семя благодати через веру. It's the seed that comes from the promise of God. Поэтому, когда он говорит об одном семени, это семя, которое представляет собой Божье обетование, Out of sheer grace, лишь по благодати, received by faith. которое можно получить по вере. And that ultimately is fulfilled in Christ Jesus, the ultimate seed. И окончательным исполнением этого обетования, этого семени является Иисус Христос. And in verse 29, it's fulfilled in us. И в 29 стихе сказано, что это обещание семя исполняется в нас. For we are the seed of Abraham. Он говорит, вы семя Авраама. That is the fruit of God's promise given in grace received by faith. То есть это одно и то же семя, касающееся благодати, веры и Божьего обещания. It's always the grace, promise, faith seed. Поэтому это, я немножко забежал наперед, это семя благодати, обещания и веры. No other kind. Не может быть никакого другого вида семени. That was the framework in which Abraham was justified. Это то, как был оправдан Авраам. It's the framework in which we are justified today. Это то, как оправданы мы с вами сегодня. And the ultimate exemplar of that seed line is Christ Jesus himself. И также этим семенем, примером этого обетования Божьей благодати через веру является Иисус Христос. Now that brings me to the next step. Следующий шаг. The historical role of the law, verses 23 to 25. Историческая роль закона с 23 по 25 стихи. Let me begin tangentially from the side. Позвольте немножко со стороны начать. Does the name John Wesley mean anything? Вы знаете, кто такой Джон Уэсли? Yes? Famous preacher of the 18th century. Известный проповедник, живший в 19 веке. He was once asked by a young man, how do you preach the gospel when you go into any place? Однажды молодой человек спросил у него, как вы проповедуете Евангелие, когда приезжаете в новый город? He'd get on his horse, Он ездил на лошади, ride to the next village, посещал одно селение за другим and start to preach. и проповедовал там Евангелие. What do you say? Что вы говорите? How do you preach the gospel Как when вы you get проповедуете to any new place? Евангелие в следующем городе? So Wesley wrote a letter. Уэсли написал письмо. He says, this is what I do. Он говорит, вот что я делаю. He says, I begin with a general declaration of the love of God. Я начинаю с общего провозглашения Божьей любви. And then, he says, I preach the law. А потом я проповедую закон. I preach the law so that men and women will know that they are guilty. Я проповедую закон до тех пор, пока люди не поймут, что они грешники. Because only if they know that they are guilty will they want forgiveness. Потому что только виновный человек будет желать получить прощение. I preach the law extensively and in detail. Я очень подробно излагаю закон. And when he says, I see some people so concerned for their souls that they are beginning to cry in the congregation. И когда я вижу, как некоторые люди настолько тронуты своей собственной греховностью, что они начинают плакать, Then he says, I preach more law. тогда я еще продолжаю проповедовать закон. Because he wants a lot more people to be Потому convinced что он of their хочет, чтобы need. не только они были убеждены в своей греховности, но и все остальные. Then when he sees a considerable number of people in the congregation with deep, guilty consciences and consternation before God because of their sin. Поэтому, когда он говорит о том, когда он видит, что в церкви или в этом собрании достаточно людей, совесть которых не позволяет им уже спокойно думать, Then Wesley says, I admix a little grace. тогда Уэсли говорит, я начинаю посыпать это благодатью.
And only when he sees almost all the congregation under great consternation because of their guilt before God, do I preach grace fully and freely and richly. И он говорит, только когда все люди находятся в страхе и трепете перед святым Богом из-за своего греха, я начинаю открыто проповедовать Божью благодать. And then he adds, И потом, quickly do I admix law, lest men should presume. я опять начинаю посыпать это законом, чтобы люди не забыли то, что они услышали раньше. Now, I'm not recommending that approach exactly, Я не говорю, что мы должны в этом полностью подражать Джону Уэсли, but he has a point. но мне кажется, он говорит здесь о важной вещи. The point is, you don't ask for forgiveness until you know you're guilty. И то, что подчеркивает Уэсли, это до тех пор, пока мы не поймем, что мы виновны, мы не будем искать прощения. You don't ask for cleanliness until you know you're dirty. Мы не будем искать очищения до тех пор, пока мы не поймем, что мы грязные. You don't ask for life until you know you're under sure sentence of death. Мы не будем просить милости и жизни, если мы не поймем, что мы находимся под судом и смертью. So that if you don't deal with sin in some deep way in the congregation, Поэтому, если в церкви или у людей, слушающих вас, не будет глубокого осознания греха, then you may be guilty, as the prophets say, of healing the wounds of my people slightly. то тогда вы будете, как говорят пророки, лишь слегка врачевать раны Божьего народа. It's the woman who knows she is guilty of many, many sins who falls before Jesus and wipes his feet with her tears. Только женщина, которая знает, какая она грешница, приходит к Иисусу Христу для того, чтобы плакать у Его ног и вытирать их своими волосами. Those who are sick ask Christ for forgiveness and healing. Больные ищут врача, больные приходят к Христу за исцелением. So if we have a congregation of people who think that they're quite all right, more or less, Поэтому, если в церкви собрались люди, которые думают, что с ними, в принципе, все не так уж и плохо, then the glory of the grace of God and the gospel то тогда слава Божьей благодати в Евангелии won't be so clear. не будет ясно видна ими. Now, the justification that Wesley and many, many other preachers have used to justify this approach И поэтому, как Джон Уэсли и многие другие проповедники оправдывают такой was подход? Galatians 3, Галатам 3 глава. especially these verses toward the end of the chapter. Особенно последние стихи в конце главы. There we're told that the law, verse 24, was our guardian until Christ came. И так написано, закон был для нас где-то водителем ко Христу. That is, it was our hired slave to lead us to Christ. Где-то водителями в то время назывались рабы или наемники, которые водили детей в школу. Поэтому, подобно этому, он привел нас ко Христу. And that's how Wesley justified this И interpretation. они говорят, так как Джон Уэсли и другие говорят, что так как здесь сказано, что закон приводит нас к Иисусу Христу, мы можем использовать закон в проповеди Евангелия. In other words, the function of the law is to show us our sin, to lead us to Christ and forgiveness. И поэтому функция закона показать нам наш грех, чтобы привести нас к Иисусу Христу и прощению. But there is one sense in which, quite frankly, they misunderstand the passage. Но в некотором смысле, мне кажется, они не совсем понимают, о чем здесь идет речь. Because that interpretation presupposes that what interests Paul here is a kind of psychological profile of conversion. Они думают, что Павел здесь пытается для нас описать психологический портрет обращения. That is what you must go through psychologically before you get to the place where you really appreciate what grace is. То есть они считают, что Павел описывает, что человек должен внутри психологически пережить до тех пор, пока он не осознает красоту Божьей благодати. But the argument of Galatians 3 is not psychological. Но аргумент Галатам 3 главы это не психологический аргумент. It's historical. Это исторический аргумент. That is, it answers the question, what is the law given for? Why was it given in history? И поэтому разница в том, что Павел объясняет, зачем закон был дан в истории. We already had the promise. Мы уже получили обещание. We already had the triumph of grace.
вернее, мы уже видели обещание, мы видели триумф благодати. It was already received by faith in Abraham. Авраам уже принял его по вере. Why the law? Зачем закон? And Paul's answer is the law functioned in history to shape and push and lead the people of God, the Israelites, all the way to the coming of Christ himself. И апостол Павел говорит о том, что закон был дан в истории для того, чтобы сдерживать израильский народ, для того, чтобы формировать и подталкивать его до тех пор, пока не придет Христос. To pretend then that the law is the high point in the whole story И поэтому, если мы будем думать, что апостол Павел здесь делает какой-то комплимент в адрес закона и говорит, что закон это было нечто прекрасное, is to neglect that the high point in the story is God's grace. Это унизить тот факт, что прекрасным и чем-то главным, на чем апостол Павел здесь заостряет наше внимание, является Божья благодать. His promise to Abraham, Его обетование Аврааму, received by faith, принимаемое по вере. and at the end of the ages received likewise by us in faith, И теперь принимаемое нами по вере, as it is fulfilled in Christ Jesus. благодаря тому, что оно было исполнено в Иисусе Христе. Hence the conclusion of the chapter. И поэтому вывод этой главы. So in Christ Jesus you are all children of God through faith. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Ибо все сыны Божьи, по вере в Иисуса Христа, все вы, крестившиеся во Христа облеклись. There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, Нет nor is уже- there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба и свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Let me conclude by saying a word about baptism and how it applies to us. В заключении хотел бы сказать несколько слов о крещении, о том, как оно касается нас с вами. Some read verse 27 Некоторые, читая 27 стих, and conclude that baptism into Christ is what actually transforms us. говорят о том, что крещение в Иисуса Христа преображает нас. That's not quite right. Это не совсем правильно. Let me give an illustration. Позвольте это проиллюстрировать. I'm afraid it is a shockingly American illustration, Это, к сожалению, исключительно американская иллюстрация, but you'll understand it. но я думаю, вам она будет понятна. Many years ago, Много лет назад, almost 100 years ago, почти 100 лет назад, there was an American baseball player called Billy Sunday. был американский бейсболист по имени Билли Сандей. He was a brilliant baseball player, Он был выдающимся игроком в бейсбол, but a foul-mouthed drunk half the time. но очень аморальным, грубым человеком, With horrible affairs with women, который славился своими гуляниями на стороне. a thoroughly dishonorable man. Он был совершенно скверным человеком. And he got converted, И он обратился к Богу. spectacularly converted. Это было поразительное обращение. And within months, he began to preach his understanding of the gospel. И он начал через несколько месяцев проповедовать Евангелие. He had some weird elements in his theology, but we won't pursue them here. Его богословие отличалось определенными странностями, но сейчас мы о них говорить не будем. He would go around the country with a big tent that would hold thousands of people. У него была большая палатка, с которой он ездил по Америке, в которой помещались тысячи And людей. he was a bit of a showman. И он был таким шоуменом. He'd stand up on chairs and shout and rant, Он стоял на стульях, прыгал, кричал, jump up and down on tables, запрыгивал на столы and preach Jesus. и проповедовал об Иисусе Христе. And in those days, there was a habit at the end of meetings И в те дни, в конце встреч, to invite people to come forward to trust Jesus. людей призывали выйти вперед к покаянию. This was all being done in a big tent. Но это все было в большой палатке. And he quickly discovered that if the ground was very dry when he put up the tent, И он очень быстро понял, что если палатка стояла на сухой земле,
that when hundreds of people came forward at the end of the meeting, Когда люди выходят вперед, сотни людей, they would kick up a lot of dust. будет очень много пыли, And then they start hacking and coughing, люди начнут кашлять, and it wasn't very dignified. и это выглядело как-то непристойно. If the ground was wet when he put up the tent, Если земля была мокрой, когда, земля, на которой стоит эта палатка, then when people started coming когда люди forward, выходили вперед, they started slipping and sliding in the mud. они скользили и падали в грязи. And that wasn't very И dignified. это тоже было не очень So he developed подходящим. a habit then of putting sawdust on all the aisles. И поэтому он посыпал стружками деревянными все проходы. And out of that came the expression to hit the sawdust trail. И поэтому в Америке есть такое выражение «пойти по опилкам». So you could ask somebody, when did you become a Christian? In 1933? И поэтому, если в 1933 году в Америке у человека бы спросили, когда вы стали христианином, And they might reply, I hit the sawdust trail in 1932 in Cincinnati. то человек мог бы сказать, я прошелся по опилкам в городе Цинциннати в 1932 году. That expression became so common that even those who were converted sometimes spoke of their conversion as hitting the sawdust trail. И поэтому даже это выражение стало настолько популярным, что люди говорили, я обратился к Богу, и используя вот этот символ и эту фразу, я прошелся по опилкам. Even though they had never been to a Billy Sunday meeting. Даже если этот человек никогда не видел этого Билли Сандея. They might have got converted in a nice Baptist church. Может быть, в хорошей баптистской церкви удобной они Or a пришли nice к Господу. Presbyterian church. Или в какой-то другой церкви Not a пресвитерианской, tent to be seen. где не было ни одной палатки. But they might say, I hit the sawdust trail on such and such a time. Но они говорят, я прошелся по опилкам тогда-то и тогда-то. In other words, hitting the sawdust trail became so much associated with conversion that it stands as a figure for conversion. Другими словами, пройтись по опилкам настолько стало ассоциироваться с обращением к Богу, что по сути это стало означать обращение к Богу. That's one of the ways in which baptism functions in the New Testament. И поэтому что-то подобное мы находим в отношении крещения в Новом Завете. You could ask somebody in the first century, when did you get converted? В Новом Завете можно было бы, во времена Нового Завета у человека можно было бы спросить, когда ты обратился к Богу? And they might answer, I was baptized in Corinth in 57. И они могли бы сказать, я крестился в Коринфе в 57 году. Except they didn't use that calendar then. Они не использовали тогда такое летоисчисление. In other words, it's not that they thought that baptism effectively saved them, Поэтому это не то, что человек ассоциировал свое спасение с моментом крещения. but everyone who was converted was baptized. Но все, кто когда-либо обращался, они крестились. Baptism was so connected with conversion Крещение было настолько неразрывно связано с обращением, that people could refer to their conversion by mentioning baptism. что люди могли говорить о своем обращении к Богу, просто упомянув свое крещение. That's what's going on here. И мне кажется, что именно это здесь происходит. In Christ Jesus you are all children of God through faith, verse 26. 26 стих говорит, ибо все сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. In other words, all of you who were converted Другими словами, все вы, кто обратился к Богу, have clothed yourselves with Christ. обличены в Иисуса Христа. Verse 29. 29 стих. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова and heirs according to the promise. и наследники по обетованию. And thus you are attached to Abraham Вот каким образом вы связаны с Авраамом and to the grace of God. и с Божьей благодатью. Now, we have yet to see in this series how this works out in our obedience. Мы еще не поговорили о том, как это связано с нашим послушанием, But I cannot stress enough how important it is to see the priority of grace in the gospel. но я не могу подчеркнуть в достаточной мере, насколько важно видеть в Евангелии приоритет благодати. When we are not yet converted, Пока мы еще не обратились к Богу, we find ourselves acceptable before God not because we're good,
Мы должны понять, что единственным поводом, единственным основанием для наших отношений с Богом является не наши собственные добрые дела, or because we're religious, не наша собственная религиозность, or because we're white, не наш цвет кожи, or because we're Ukrainian, не наша национальность, or because we're Baptists, не то, что мы баптисты, or because we're educated, или у нас есть высшее образование, or any other such reason. или еще какая-то подобная причина. We are accepted before God in the covenant of promise out of sheer grace. Единственным основанием для наших отношений с Богом является Божье обетование, данное им по благодати. And after we become Christians, И, обратившись к Богу, став христианином, we are still acceptable before God по-прежнему основанием наших отношений с Богом on the basis of sheer grace. является только благодать. Sheer grace. Только благодать. If you stand before heaven's door on the last day, Если в последний день вы захотите войти в врата небес, God were to ask you, why should I let you in here? и Бог спросит у вас, почему я должен пустить тебя в райские врата, What will you answer? как вы можете ответить? Well, I know that I was saved by grace, Ну, я, конечно, получил спасение по благодати, but then after that I tried pretty hard. но потом я исполнил очень много заповедей. I became a pastor, Я даже стал пастором. and sometimes it was discouraging work, И, конечно же, иногда моя пасторская работа была трудной, but I persevered. но я все это выдержал. So that's why you should let me in here. Вот почему я заслуживаю быть здесь. Can you imagine such Вы folly? можете представить себе такой разговор? Will we not rather say, I have no other argument, I need no other plea, except that Jesus died and that he died for me? Разве мы не скажем, я не могу полагаться ни на что иное, как на смерть Иисуса Христа и Его смерть на моем месте? One of the things the Church of God most urgently needs worldwide И поэтому мне кажется, что сегодня церковь по всему миру нуждается в следующем. is a deeper, continuous grasp of the sheer freedom and glory of grace. Постоянно углубляющееся осознание важности Божьей благодати. This grace that brings about the promises of God. Благодати, по которой были даны эти Божьи обетования. This grace that gives us Christ and his death and resurrection. Благодати, благодаря которой мы можем иметь Христа и все благословения, связанные с Его крестным трудом. This grace that makes us acceptable before God despite all our faults and sins. Благодати, благодаря которой мы можем стоять перед Богом, несмотря на все наши грехи и ошибки. Grace, 'tis a charming sound. Благодать, как прекрасно это слово. Here alone we may rest. Только в ней мы можем найти покой. Here alone we don't have to play silly games of jealousy and envy amongst ourselves. Только в ней мы можем уже не соперничать друг с другом и не завидовать друг другу. If your life is filled with grace, you do not look at the minister with a bigger church and feel envious. Если вы полагаетесь на Божью благодать, вы никогда не посмотрите на пастора, у которого церковь больше, и никогда не будете завидовать ему. Rather, you are delighted to be a child of God out of sheer grace. Вы всегда будете довольны быть Божьим сыном по Божьей благодати. Solus Christus, Только Христос, sola gratia. только благодать. Amen. Аминь.